Трамп реагирует на ядерные нападки Путина. Кто может спасти положение и собираются ли россияне применить новую ракету? Москва скоропостижно выигрывает войну. Потоп, паника на аэродромах и попытки защитить Кремль. Что происходит в России? Страна меняет курс после выборов. Какой должна была стать и какой станет, и не выведут ли результаты выборов людей на улице? Переворот в Кремле. ФСБ сработала на опережение. Кто пытался силой захватить власть в Москве? Об этих и других главных событиях вечера понедельника, 27 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Россия побеждает в войне. Настолько уверена, что у стен Кремля дежурит мобильная огневая группа, готовая сбивать украинские дроны. В городе усиливают ПВО в ожидании новых ударов. Мониторинговые источники сообщают о спешной переброске авиации с военных аэродромов под Москвой. Поднимаются и передислоцируются самолеты, а стратегические Ту-95 и Ту-160 экстренно выведены с базы Энгельс-2. Москва больше не может считать себя тылом под прицелом, как прифронтовые аэродромы, так и ключевые объекты в глубине России. Уже ночью в районе поселка Коммунарка зафиксированы взрывы и густой дым. Минувшая ночь в целом стала самой жаркой для российской столицы за последний месяц. По официальным данным, над регионом сбито до 40 дронов, которые шли волнами почти 6 часов подряд. Старт около 22, финальные перехваты уже под утро. Но это если верить российским же каналам. Из Калуги и Тулы сообщали о взрывах, но настоящая вечеринка случилась в Москве. В аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево, Чкаловский был введен план «Ковер». Воздушное пространство экстренно закрыли, рейсы приостановлены, небо над городом наводнили силы ПВО. Дым был замечен в районе Коммунарки. Как видите, это не так далеко, очевидцы слышали хлопки. Информации о попаданиях или разрушениях официальной пока нет, ПВО отчиталось об успешной работе. Неспокойно и в прифронтовой России. Все внимание на Белгород и область, которая рискует уйти под воду. Украинская сторона сообщает, удар по дамбе был частью операции по изоляции российских подразделений. После повреждения плотины на Северском Донце вода начала поступать неконтролируемо, и те части РФ, которые успели переправиться через Северский Донец у Волчанска, оказались фактически отрезанными от снабжения. Удар был нанесен точно и в нужный момент, но губернатор заявляет о жертвах среди гражданских. По состоянию Белгородского водохранилища ситуация стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому, дорогие жители близлежащих сел, уже сделаны 2 подмовых обхода. Пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем всем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны. После удара украинских дронов по плотине уровень воды резко пошел вниз. Командующий силами беспилотных систем ВСУ официально подтвердил операцию. Дроны первого отдельного центра СБС попали по дамбе. Потери для противника не только технические, как отмечает Бровди. Говорят, что в блиндажах в районе села Графовка военным червям находиться неуютно. Местные радуются. Теперь у нас не окопы, а каналы. Несмотря на то, что по первым сообщениям затоплено только несколько улиц в 3 селах, мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках, даже пропагандисты призывают к мощному ответу. Украинские силы отрезают российские войска от снабжения, а россияне предлагают разрушить дамбу Киевского водохранилища и говорят о том, чтобы смыть Киев. Это уже не просто тактика, это стратегия давления. Вода пошла, враг в осаде. А у нас в квартире газ, говорит Трамп Путину, после того, как кремлевский диктатор похвастался якобы новой ракетой «Буревестник». Президент США напомнил, что одна из самых мощных атомных субмарин сейчас находится как раз недалеко от РФ. По его словам, вместо ракетных угроз правителю России следовало бы прекратить войну, которая, цитирую, должна была длиться 1 неделю, а теперь идет уже 4-й год.
Они же знают, что у нас есть атомная подводная лодка прямо у их берегов, так что ей не нужно преодолевать 8000 миль, и они с нами не играют, и мы с ними тоже не играем. Мы все время проводим ракетные испытания, и вообще я не думаю, что это правильно со стороны Путина говорить такие вещи. Кстати, ему бы стоило закончить войну. Вот этим бы он и занялся вместо ракетных пусков. Эксперты также в шоке от теоретических возможностей ракеты «Буревестник», но отмечают, что цивилизованные страны от подобного отказались давно. США исследовали похожую систему в 1950-х, но тогда решили, что это экологическая катастрофа, и не стали ее строить. Так что правда в том, что только Россия оказалась достаточно безумной, чтобы построить нечто подобное, но это не значит, что другие страны не могли. Программа разрабатывается около 10 лет. Путин заявил о ее тестировании несколько лет назад, но разработка началась раньше. Кремль поспешил успокоить Запад. Пресс-секретарь Песков заявил, что испытания не должны напрягать отношения между Россией и США, которые, по его словам, и так находятся на минимуме. Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим от европейцев в первую очередь. Европейцы действительно находятся в состоянии такой внутренней истерики, русофобской, агрессивной и воинственной. Конечно, на фоне этого Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность. Пока «Буревестник» нанес удар по российскому рынку, Мосбиржа резко ушла вниз. Крылатые ракеты типа «Буревестник», напомню, имеют ядерную энергетическую установку. Путин говорил о неограниченной дальности и уникальном изобретении. Переворот в Кремле – самый большой страх Путина, пишет издание The Telegraph. Путин боится потери контроля над трансфером власти. Сценарий, подобный мятежу ЧВК «Вагнер» в 2023 году, стал долговременным источником страха внутри системы. Убийство Пригожина не решило проблему, а только заморозило ее, оставив в элитах ощущение предательства и нестабильности. На фоне ухудшающейся экономической ситуации, рекордного дефицита бюджета, падения нефтяного экспорта, новых санкций и усиливающейся зависимости от Китая, устойчивость режима снижается. Западные аналитики подчеркивают, отсутствие преемника усиливает риски. Если режим начнет сыпаться, это может спровоцировать острый политический кризис. В таких условиях международная поддержка российской оппозиции становится фактором риска для власти. Кремль обеспокоен вопросом преемственности. В случае внезапной смерти Путина явного преемника не будет. Вакуум, который может оказаться решающим для международной легитимности оппозиции в условиях внезапной смены власти. Попытка дискредитации и запугивания оппозиции – логичный шаг Кремля. ФСБ обвиняет Михаила Ходорковского и антивоенный комитет в Лондоне в подготовке насильственного захвата власти. Это обвинение свидетельствует не только о реальной угрозе, сколько о нарастающей уязвимости системы. Это говорит нам о том, что Кремль параноидален. Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим. Кремль действует все более нервно и хаотично. Ответ на внутренние и внешние вызовы становится реактивным. Силовое подавление, пропаганда, поиск врагов. Но страх внутри власти никуда не исчезает. Он растет вместе с осознанием, что время работает не на нее. Минск готовится к войне и делает это открыто. По оценке расследователей, режим Лукашенко перевел страну на военные рельсы и готов участвовать в боевых действиях уже в 2027 году. Отчет, подготовленный независимой группой «Белпол» и Национальным антикризисным управлением, документирует работы по милитаризации страны в 2022-2025 годах. В материалах изменения Конституции и доктрин, упрощенные мобилизационные процедуры, включая СМС-повестки, рост оборонного бюджета на 32% в 2025-м, ускоренный набор контрактников и планы расширить армию до 80 тысяч человек. Упомянуты также резервы порядка 289 тысяч человек и потенциальная территориальная милиция до 150 тысяч. Авторы отчета фиксируют промышленную перестройку под военные нужды. На заводах в Минске и регионах налажено серийное производство элементов для ракетных и ПВО-систем, оптики, шасси для ракетных комплексов и компонентов для авиации. Сообщается о запуске серийного производства
производства новых образцов вооружения в 2025 году и приоритете дроны и РЭБ – радиоэлектронная борьба. Модернизируются аэродромы и строится так называемая линия Хренина – система укреплений вдоль южного и западного направлений. Режим изменил правовую базу, снял нейтральный статус, закрепил возможность операций за рубежом и, введя правовые механизмы быстрого перехода на военное положение, описана система военной пропаганды и милитаризация детей, воспитание лояльности с ранних лет, лагеря при воинских частях и образовательные изменения, направленные на подготовку к мобилизации. Авторы доклада утверждают, что уже идет операция разведки против стран НАТО, дроны, испытания, наблюдение за реакцией средств ПВО и служб спасения. В тексте приводятся конкретные предприятия, вовлеченные в кооперацию с российским военно-промышленным комплексом, и списки направлений сотрудничества. А теперь у меня вопрос к вам, друзья. Подготовка или пыль в глаза? Как думаете вы? Пишите в комментарии обязательно. Страна меняет курс после выборов. Оглушительная победа партии президента. Политическая сила Хавьера Милея с триумфом прошла через парламентские выборы. Они набрали 41% голосов, результат, который стал шоком для оппозиции и сигналом: электорат требует перемен. Президент Аргентины объявил, что заручился поддержкой 101 депутата Нижней палаты и 20 сенаторов. Эта новая конфигурация дает ему почти беспрецедентный маневр для реализации давно обещанных экономических и политических реформ. От долларизации экономики до массовой приватизации и резкого сокращения госсектора. No solo vamos a defender las reformas ya hechas. Мы не просто будем защищать уже проведенные реформы, мы также продвинем те, которые еще необходимы, чтобы достичь этого будущего. Мы хотим быть страной, которая развивается и становится той Аргентиной, которой мы никогда не должны были переставать быть. Сделаем Аргентину великой снова. Нынешняя расстановка сил в парламенте ставит Милея в сильнейшее положение с начала его президентства. Впервые его лозунги о взрыве касты могут выйти из сферы риторики и стать реальностью. Политическая система Аргентины, десятилетиями балансировавшая на хрупком компромиссе между левыми и перонистами, оказалась под ударом. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.